Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Я в Актау, и сегодня в Актау прямо с утра идет дождь. В прогнозе дождь на целый день, он такой не слишком интенсивный, потихонечку капает. Ну, что, тоже хорошо, тоже разнообразие. Нельзя же каждый день наслаждаться солнцем. Иногда можно понаслаждаться и дождиком. В общем, дождь – это совсем не причина для того, чтобы отменять обязательную утреннюю прогулку по набережной. Как вы помните, в прошлом видео прогулку нашу мы завершили где-то примерно здесь. Ну, вон там амфитеатр. Вот эти вот, как я их назвал, барельефы из чеканки. А дальше телефон глюканул и ничего не записалось толком. Поэтому сегодня мы продолжим нашу с вами прогулку по набережной Актау под небольшим дождичком. Зато народу очень-очень мало. А выглядит все так же красиво. Закончили мы в прошлом видео вот на этом месте. А дальше набережная продолжается еще довольно далеко, до того самого анонсированного мною цветного, разноцветного осетра и смотровой площадки. Давайте дойдем сегодня до той смотровой площадки, до этого цветного, разноцветного осетра. Ну а по пути я вам расскажу о других своих впечатлениях от Казахстана. Как я вам уже признавался в предыдущем видео, главное и самое сильное впечатление у меня было от казахстанцев, от людей, живущих в стране. Ну, отличные, прекрасные, доброжелательные в основной своей массе люди. Так вот, еще одно сильное впечатление от Казахстана, наверное, для вас сейчас прозвучит неожиданно, но это комары. Я почему-то как-то вот, не думал, что здесь тоже есть комары. Почему-то я считал, что для комаров здесь слишком сухо и слишком жарко. А они не просто есть, а они еще и злые, и зловредные. Несколько экземпляров комаров мне попалось буквально в первый же день. Они совершенно непостижимым образом проникли ко мне в машину, в которой я спал, и начали меня прям подъедать, будем так это называть. Как они попали в машину, непонятно. Машина у меня, в общем, приспособлена для этих дел. Все вентиляционные отверстия затянуты сеточкой, все вроде закрыто, задраено. Где они умудрились найти себе дырочку, совершенно непонятно. При том, что я на этой машине был на северах, там, например, в Карелии, которая уж славится своим засильем комаров. Там этих комаров полчища, и они, если соберутся в кучу, то могут даже и машину подвинуть твою куда-нибудь дальше, и тебя подобрать и в лес утащить с собой на потом, что называется. Здесь, конечно, не так, комары какие-то полупрозрачные и малюсенькие, но, видимо, это им помогает как-то пробираться в автомобиль. Видимо, суровые, скажем так, для комаров местные условия и воспитали в них вот это вот такую вот жажду к жизни и возможность пролезть в самые непонятные места, и непонятно, как пролезть. Как они пролезли, я себе не представляю. Ну, разве что у меня появилась какая-то там дырка в машине. Или, может быть, они пролезли через печку, но это надо было прям через воздуховоды пролезать. Короче, совершенно непонятно как. Пролезли в машину, начали меня кусать, и меня это очень сильно впечатлило. Во-первых, наличие самих комаров в этом климате, а во-вторых, то, что они умудрились пролезть ко мне в машину, непонятно как. Двигаемся дальше по морской набережной Актау, и мы добрались до такой, с позволения сказать, спортивной зоны. Здесь вот такой, я не знаю, как это, поле какое-то с искусственным покрытием. Не очень понятно, для чего оно здесь, потому что если во что-то здесь играть мячиком, то мячик улетит, а рядом дорога. Бог его знает. Но, возможно, выставляется какое-то ограждение. А рядом
детская площадка. Ну, детская и спортивная тоже одновременно, потому что там вон есть и детские карусели и спортивные снаряды в виде каких-то лестниц и вот наклонных досок для того, чтобы можно было пресс качать. Ну, в общем, круто, здорово и удобно. Пришел себе по набережной, погулял, заодно спортом позанимался. Здоровый образ жизни – это прям хорошо. Идем дальше. У нас здесь очередная ротонда или беседка, как ее правильно назвать. И вот здесь у нас тоже еще одно проявление бурной, так сказать, жизни, тянущейся к солнцу. Вот этот вот кустик, вряд ли ведь кто-то здесь высаживал специально. Он просто сам здесь взял, пророс через щели в плитке и вот разросся до таких размеров. Кстати, если вы знаете, что это за растение, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я себе не представляю. Для меня вот эти листья как-то похожи, не знаю, на землянику разве что. Вот на примере этой пристани очень сильно заметно, насколько упал уровень воды в море, потому что, ну, когда-то ведь это была посадочная площадка, сюда подходили какие-то лодки, на них, на эти лодки садился народ, видимо, какие-то прогулочные маршруты, наверное, были по морю. На то место, куда раньше подходили какие-то кораблики, лодки прогулочные, теперь можно подойти, ну, разве что только пешком. Печальное, конечно, зрелище, насколько сильно упал уровень воды, но в предыдущем видео в комментариях были знающие люди, которые рассказали, что это явление циклическое. В течение, скажем так, десятка, наверное, лет уровень то поднимается, то опускается. Не очень понятно, что будет сейчас, потому что пересохло и Аральское море тоже, и вообще уровень воды везде заметно поупал. Но надеюсь, что цикл все-таки пройдет, закончится, и вода опять вернется. Ну, потому что, блин, реально жалко смотреть на вот эти вот камни. Хочется, чтобы здесь, прямо около набережной, плескались волны, как это было когда-то. Потому что, опять же, судя по информации из комментариев от предыдущего видео, когда-то море поднималось вот туда, аж вот до той улицы, до проезжей части, и подтапливало даже, говорят, вот те дома. Воды было много, в этом году сейчас воды мало. Будем надеяться, что вода вернется. Здесь разница между настилом и вот туда вот, где раньше была вода, где теперь дно, ну, наверное, больше моего роста, то есть 2 метра примерно. Очень далеко ушла вода на самом деле. И вот эти камни
которые долго-долго точили волны, сейчас стоят на суше, как, не знаю, кости какого-то выброшенного на берег кита. Несмотря на дождь и несмотря на то, что, в общем, погода не слишком летная, здесь довольно много рыбаков. Честно сказать, я вообще не рыбак и не специалист в рыбной ловле. Что здесь можно ловить, я не знаю. Но мне кажется, что вот здесь, прямо у берега, ничего приличного ведь не поймаешь. Но, возможно, я не прав. Если вы в курсе, что здесь ловится и что можно поймать у берега, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, будет интересно не только мне, но и другим зрителям тоже. Дальше по набережной есть всякие вот такие вот детские прыгалки-развлекаловки. Ну, они совершенно логично сегодня не работают, потому что дождь, рабочий день и прохладно. Еще довольно ярким, ну, скажем так, с негативной точки зрения, ярким впечатлением была дорога от Астрахани до Атырау. 300, по-моему, километров реконструируемой дороги. Ну, понятно, что везде вроде бы идут работы, вроде бы начата реконструкция, но на тот момент, когда я там ехал, было это в мае месяце, я там ехал, и работ, в общем-то, никаких не проводилось. Очень редко где встречалась какая-то строительная техника и какое-то шевеление. И все эти 300 километров приходилось ехать со скоростью 10-15 километров в час, все время боясь попасть в какую-нибудь яму или утонуть в какой-нибудь луже. Ну, в общем, была это очень тяжелая дорога. Хорошо, что ее реконструируют, но плохо, что ее реконструируют так медленно. Блин, вот реально, я ехал там практически сутки, потому что пришлось там даже на полпути заночевать, прямо в степи. Ну, такое себе, очень яркое впечатление. Я там особо в тот момент ничего не снимал, но кое-какие съемки есть, и, наверное, на канале как-нибудь потом выйдет ролик про эту вот, блин, дорогу. Вот, такое было сильное впечатление. По набережной дошли вот до какой-то такой песочницы со скамейками и до такого, ну, скажем так, гвоздя программы. Честно вам признаюсь, раньше я такой площадки, по-моему, ни разу не видел. Даже в Европе, где я бывал, в разных местах, нигде мне не встречалась игровая площадка специальная для людей с ограниченными возможностями. Здесь вот всякие качели, карусели, на которые можно сесть вместе с коляской. Специальные вот такие вот силовые тренажеры, на которые можно заехать с коляской и, извините, позаниматься. Качель, на которую есть пандус для заезда. Можно заехать вместе на коляске и покачаться на качели. Специальный баскетбольный щит. Тоже для колясочников. Еще одна качель. Тоже какой-то силовой тренажер. Респект и уважуха, потому что, ну, не знаю, скорее всего, конечно, где-то это есть, но я раньше не встречал. Здесь, в Актау, я первый раз увидел игровую площадку для людей с ограниченными возможностями. Респект вам и уважуха. Ну и дальше, прямо напротив этой площадки, вот такой вот встречается тюлень. Тюлень ведь это, наверное. Прикольный такой. Здесь вот есть табличка с описанием, но, видимо, из-за дождя ничего особо не видно. Попробую протереть все это дело. Не знаю, если хотите, нажмете на паузу, почитайте. А дальше у нас по набережной фотозона в виде сердца. На самом деле прикольно. Тоже можно сесть, посидеть и сделать фотографию на память.
Дальше по набережной мы попадаем еще на одну такую большущую широкую площадку, на которой вот там установлены тренажеры, есть скамейки, можно посидеть. И здесь есть, ну скажем так, один из самых больших недостатков этой набережной. Я говорю про туалет. Он здесь есть, но почему-то закрыт. Честно говоря, не очень понимаю, для чего так сделано. Возможно, в сезон, когда народу много, то туалет работает. Просто сейчас не сезон, поэтому он закрыт. Но если вот приспичит, куда деваться? В море идти? Или под парапет? В общем, как-то вот это вот немножечко, чуть-чуть, но портит впечатление от замечательной набережной Вактал. Кстати, тут же вот есть табличка с информацией по поводу того, кто и когда эту набережную облагородил. Еще одна скульптурная композиция, видимо, тоже по каким-то, наверное, сказочным мотивам. Верблюд, какой-то дядька, такой же странный, как и я, похоже на то. В общем, если вы знаете, из какой сказки эта композиция, добро пожаловать в комменты, расскажите, пожалуйста. А с этой стороны, этой большущей площадки, вдоль парапета установлены спортивные тренажеры. Здоровый образ жизни – наше все. Ну вот уже мы совсем близко к противоположному от нашего старта концу набережной. Здесь мы проходим через такую вот своеобразную арку подсвеченную. Час день, светодиоды горят, но днем, естественно, не видно этого эффекта. Наверняка вечером в темноте это выглядит прям, ну, очень эффектно. Надо будет как-нибудь вечером прийти на набережную и посмотреть, как все выглядит при свете, так сказать, фонарей. Ну и луны, если луна в тот день будет. В этом конце набережной есть вот такие вот аттракционы. Тир такой в виде какой-то боевой машины. И силомер боксерский. Я вот, кстати, по-моему, больше нигде не встречал так, чтобы они вот стояли просто спокойно на улице, где-то на набережной. По набережной встречаются вот такие вот, ну, торговые точки. Здесь в данном случае попкорн и прочее такое. И они, вот все оставлено, стоит, видимо, всю ночь простояло. Ничего ведь не растащено, не раскидано, не разломано. То есть, ну, порядок соблюдается. Никто не бросает, не разбрасывает все, не растаскивает. Это все просто из хулиганских побуждений. В этом конце набережной очень много всяких торговых точек. Всякие бургеры, донеры, кофе и прочее. Надо, кстати, будет кофейку себе взять. Кофейку бы сейчас пригодилось. Если бы я был маленьким ребенком, я бы, наверное, здесь, с каким удовольствием провел бы время. Ну а сейчас слишком большой и толстый для игровой площадки. Хотя я бы поиграл, конечно. А дальше набережная, пальмы, скамеечки, море, ну и всякие торговые точки.
мы с вами и дошли фактически до конца этой набережной. Где-то там, я так понимаю, парочку кварталов наверх центральная площадь города. Здесь вот есть табличка, которая рассказывает нам, кто и когда облагородил эту набережную. Ну и в общем-то все. А вон там, вот он. Тот самый цветной, разноцветный осетр, которого я вам обещал показать в начале видео. Кстати, еще одно впечатление от Казахстана и конкретно от города Актау. Это дорожное движение в городе. Не знаю почему, я ожидал, что оно будет, я не знаю, более хаотичным, что ли. А оно очень спокойное, ровное. Такое ощущение, что никто никуда не спешит, никто не лезет, никого не подрезает. Да, очень часто пользуются гудком. Вот эти вот бип, бип-бип и бип-бип раздаются достаточно часто, особенно в условиях, скажем так, плотного движения. Но все соблюдают правила. Я не знаю, от чего это. Скорее всего, во-первых, это следствие того, что люди здесь хорошие. А во-вторых, видимо, это следствие, наверное, драконовских штрафов. Я, к своему стыду, не изучал вопрос по поводу штрафов, сколько там, за сколько. Ну, потому что я всегда стараюсь ездить, так сказать, с запасом, соблюдая правила дорожного движения. И, наверное, будет не лишним, если вы там в комментариях напишите, как вы считаете, почему здесь такое спокойное движение. Штрафы в этом высокие виноваты или просто люди хорошие? Ну и вот он, тот самый анонсированный разноцветный осетр. Главная достопримечательность этой смотровой площадки. Ну, помимо того, что здесь и набережную видно, и город видно хорошо, и в море здорово можно посмотреть. Сейчас я вам покажу. Пожалуй, на этом наша сегодняшняя с вами прогулка заканчивается. Не забывайте подписаться на канал, включить колокольчик уведомлений, написать в комментариях, какие еще есть интересные места в Актау и поблизости, которые можно было бы посетить, снять и вам показать. В общем, подписка, колокольчик, лайк, комментарий. Счастья вам, здоровья, любви и терпения. С вами был ваш любимый видеоблогер Странный Дядька. Надеюсь, вы не забудете рассказать обо мне в своих соцсетях и всем своим друзьям и знакомым. Пока, приходите еще, будут еще интересные видео.